Вот как все было, так и посадила. И вы меня просили даже еще тогда, сразу после этой пересадки, покажите, как она зацветет. Вот, пожалуйста, 4 цветоноса. Семочка. Пока шла съемка на балконе, Сема занял стол. Да, но стол надо раскладывать, потому что я хочу показать здесь другие орхидеи. Это будет другое видео. Кто спрашивал, где Лаки? Вот она, Лаки. Тоже пришла. Вообще все собрались. Да, Собрались. собрались. Они ждали. Тимонь, не обижайся. Иди на место. Занимай позицию. Так, Сёма, ты со вчерашнего дня очень активный. Добрый день, друзья. Несколько слов о нашем коте, который ведет себя на съемке почти замечательно, но вчера устроил мне просто веселую жизнь. Мне очень захотелось спрыгнуть на одну из полок на стеллаже. Причем полка находится высоко, и я сняла орхидеи для полива. Но как-то у него не получилось. Нет, там сидел Юлечка, он хотел к Юлечке. Ну, понятно, что он хотел к Юлечке, но кто-то у нас толстоват. И поэтому он мне перевернул 3 орхидеи, которые мне пришлось пересаживать. Не все так замечательно с Семой, как бы хотелось. А то он такой ангел на съемке. Но до сегодня не об этом. Хочу вам показать 4 орхидеи, как бы по следам пересадок, реанимаций, каких-то случайностей. Вот одна из орхидей – это Савиан. Я о ней рассказываю уже 3-й год. Целый плейлист посвящен был 5 орхидеям, которые я купила. И из 5 реанимашек оставила себе только эту орхидею. Остальные я подарила моим подписчикам. А это было в самом отвратительном состоянии. У нее не было корней вообще. Оставлю ссылку на плейлист, можете пройти посмотреть. У него номер 1 остался, кстати. Да. Она так и осталась номером 1. Вот она цветет, и цветет уже не 1-й раз. Растет в чистом керамзите. Думаю, что нужно ее будет после цветения пересадить. Горшочек маленький для нее, всего литровый. Можно пересадить в больший. Но очень любит доращивать цветонос. Вот смотрите, опять бутончики. И как только распускает первый дорощенный бутон на цветоносе, обязательно сбрасывает старые цветы. Орхидея Мальвина. Я вам показывала и покупку, и обработку после покупки. У нее на стволе было дупло огромное. Обработку этого дупла препаратом Максим. Очень долго она восстанавливалась. Потом я ее пересадила. Даже не нашла, где было это дупло, потому что корней выросло очень много. И вот сейчас она цветет. Пересадки не требует. Корни растит от шеи. Недавно поливала, и сейчас я все орхидеи на этом стеллаже, который находится позади меня, оставляю на мокрых пяточках в керамзите, потому что полив для них сейчас очень редкий, раз в месяц. Но орхидея цветет. Вот видите, главное время дать ей расти после покупки. Она заживляет все свои огромные раны и прекрасно теперь цветет.
Кто-то там кость точит. Ричи. Не-не-не, это такая у него сладкая косточка, что он тебе ее не даст. Ну, хорошо. Ванда, с которой случилась большая неприятность, открылось окно. Ванда упала, очень сильно поранилась, потому что ваза, в которой она росла, вся разбилась, ее порезала, остался всего один корень. И вот что происходит с этим корнем. Растет много молодых корешков от него, и на стволе появился еще один корень. Медленно, но верно, я надеюсь, что Ванда восстановится. Пускай теперь живет в некрасивой Ну, трехлитровой. мне не очень нравится эта 3-литровая банка, как у нас говорят в Ростове, а не баллон. Или наоборот. Нет, у нас говорят трехлитровый баллон. Извините. Точно, у нас говорят 3-литровый баллон, вот запуталась уже. У нас говорят 3-литровый баллон, ну, где-то говорят 3-литровая банка. Как правильно, я не знаю. В каждом регионе говорят по-разному. Ну, пока поживет в этом баллоне, а потом посмотрим. Конечно, нужно какое-то ей другое место жительства. Здесь это не очень удобно. Но вот здесь появился внутри, не буду открывать этот большой лист, но внутри появился новый листик. Молодой. Вот эти старые так и остались какие-то такие мягкие, но новые растут твердые, как положено Ванде. Решила жить. Живучие орхидеи растения. А это орхидея Эсми. Ну, нет, наверное, плейлиста про эту орхидею. Я ее несколько раз вам показывала. После покупки, вот материнское растение, на котором сохнут листья, появилось 2 детки. И вот это детки. И я все никак не могла решить, то ли отделять деток, то ли посадить опять с материнским растением. И в конечном итоге показала вам пересадку в больший горшок. Даже разбирать корни не стала ни материнского растения, ни отделять, ни деток. Вот как все было, так и посадила. И вы меня просили даже еще тогда, сразу после этой пересадки, покажите, как она зацветет. Вот, пожалуйста, 4 цветоноса. И, как всегда, орхидеи не перестают удивлять. И так как я не подхожу к орхидеям каждый день, а осматриваю их во время полива, я недавно рассказывала, как я поливаю и опрыскиваю орхидеи от вредителей, оставлю вам видео в правом верхнем углу экрана, я прямо ждала, чтобы она распустилась, и сегодня для съемки достала ее с полки, и каково было мое удивление. Сейчас пойду найду указочку, а тут не будет видно. Так, Юлечка. И каково было мое удивление. Начала рассматривать орхидею и думаю, что же здесь происходит? У материнского растения что-то появилось в точке роста, хотя там нет листиков в точке роста, и она не должна, эта орхидея, расти. Я начала присматриваться. Вот. Видно? Вот. Я тоже долго рассматривала, что же это такое. Это цветонос. Откуда растет этот цветонос? И чей он? От детки, от материнского растения. Это что ж такое-то? Сёма смотрел с вожделением на косточку. Это Сёма не ест такие косточки. Ну, Ричи об этом не знает просто. Мне не удалось разгадать, откуда появился этот цветонос, но он появился. Вот уж удивление так удивление. Ну вот, орхидеи не перестают удивлять.
Кстати, и СМИ ароматная орхидея. И опять, давайте сравним цветочки. Размер цветочка. Люблю вот такие маленькие, но очень красивые цветы. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.